Здорово, зритель! Меж тем мы продолжаем прохождение кампании «Битва за Москву» в игре Cards. Сразу прям на старте слышим звуки завывающего ледяного ветра. Значит, приближение зимы. Здесь нам, кстати, писали, что, к счастью, зима уже близко. Там где-то на фоне звуки очередей. Кто-то стреляет. Что еще? Значит, вчера я немного рано остановил запись видоса и не показал. Все-таки вот здесь мы взяли за Брянск 3 звезды, то есть выполнили все эти 3 дополнительных задания. Единственный вопрос, конечно, к разработчикам, что вот на поле боя справа вот в этой части экрана там было основное задание, и при наведении на него появлялись дополнительные. Так вот, вопрос, почему вы не сделали в ходе игры, чтобы вот эти звездочки заполнялись по мере прохождения, ну, то есть по мере выполнения вот этих звездных заданий? А то так вчера и не было понятно, то ли я там сделал 4 хода оставаться на линии фронта, то ли не сделал. Вроде как сделал. Там у штаба вроде как 7 осталось. Ну, в итоге все нормально. Вот за Брянск у нас 3 звезды. И надо бы, наверное, собраться и все города пройти по 3 звезды. Уж очень хочется заполучить эмоцию лютый холод, лютые враги. Вот, что хотел сказать изначально. Ну, а теперь что у нас на повестке дня? На повестке дня у нас Можайск. Здесь, кстати, рисунок карты. За нее, да, даются 3 карты. Классные карты. Накидывает по единичке и в атаку, и в защиту за каждый ход. Причем он еще с дымовой завесой, если только разместил отряд и не атаковал, и никаких там действий, ходов не совершал этой картой, то он стоит себе и поднакидывает. Карта нарисована очень красиво, их нам дадут 3. Скажу честно, недостатка вот в таких картах у меня нет. У меня много 17-х стрелковых полков. Я ими пользуюсь. В колоде, по-моему, у меня их даже целых 2. В колоде, которые играю в битвах. Здесь рисунок тоже классная карта. Весь урон, который наносится вот этим бойцам, он уходит плюс к штабу. Поэтому как-то так на сегодня. Погнали. Защита Можайска. Можайская линия обороны. Серия из 4 оборонительных рубежей между Москвой и немецкими позициями. Немцы собираются атаковать одновременно северную и западную оконечность линии. Ваши отряды расположены на севере. Боевая задача – задержать и непрерывно атаковать немецкие силы до наступления зимы, которая положит конец вылетам Люфтваффе. Вторая ваша задача. Там была боевая, а здесь просто ваша задача. Удерживать позицию так долго, как только возможно. До столицы осталось всего 100 километров, поэтому подпускать к ней немцев нельзя ни в коем случае. Видим здесь даты. 13-30 октября 41 год. Награды в принципе уже посмотрели. Основное задание – выживать на протяжении 10 ходов. Звезды даются за удерживание линии фронта на протяжении 5 ходов или больше. Ваш штаб не получает урона, то есть нужно не допустить, чтобы кто-то там покусился на наш штаб.
Уничтожить 6 немецких отрядов или больше. Вот про что я говорю. Вот звезды, они просто потом пустые также остаются, когда идет сражение. А было бы неплохо, если бы они заполнялись по мере того, как эти доп. Задания выполнены. Вот здесь основное задание, да, там насчитывает в реальном времени, а вот эти нифига. Такое, мне кажется, несложно реализовать будет, но почему-то до сих пор не сделано. Ну и особое, как я понял, особое это то, что нам в минус. То есть у нас в первой битве за Брянск было 10 у штаба, у противника 20, там у него кредитов как-то больше было. Что здесь? Стоимость перемещения на линию фронта или ее атаки для танковых и пехотных отрядов повышается на 1. На первом и втором ходу вы не берете карты. То есть, да, вот усложнение, назовем это так, погнали в битву. Опять у нас соперник Гудериан. 1, 2, 3, 4. Город Калинин. Город к северо-западу от Москвы на северном краю Можайской линии обороны. Чтобы выиграть, нужно уничтожить штаб противника. Вот эта кампания уже похожа на классическую битву. Единственное, конечно, несправедливо у нас здесь в штабе 10, у соперника 20. Соперник, кстати, штаб Смоленск. В принципе, то же самое, что и было с Брянском. И прям сразу нам приходит сообщение из штаба. Штаб докладывает: враг уже ощутимо давит на нас, нужно задержать наступление. Силы не равны, но хоть честно, да. Поэтому для успешной обороны потребуется стойкость. Принято, штаб. Стойкость так стойкость. Самолеты. Вот не попробовал я на Брянске. Здесь тоже можно менять карты, как в классической битве. Что мы будем поменять? Я уверен, что самолеты у немцев будут. Скорее всего, подменю дорогостоящую карту, потому что там у нас и какие-то и пропуски будут. Чего-то там такое. А вот охранников, горящее небо и БТшку оставим. Плюс вот эта стрелочка, она сделана как раз таки для того, чтобы могли посмотреть расположение войск, как вражеских, так и своих, со стартовой позиции. Мы видим, что у нас здесь 51-й стрелковый полк в окружении 2 охранников уже нам знакомых. И на готове стоит Т-70 на линии поддержки, также охраняет штаб. В принципе, уже здесь можно подумать, что предпринять. Но опять же, кто ходит первым? Либо постоянно будет это делать соперник, либо время от времени будет меняться. Это мы сейчас и посмотрим. Докинули нам еще одного Блицового, это неплохо. Первый ход был за соперником. Что предпримем по этому поводу мы? Один кредит. Сделаем вот так. Может быть и зря, потому что не использовал преимущество Блиц этого отряда. То есть он может выйти на поле боя и сразу же походить. Вероятнее всего так и есть. Но попробуем, потому что уничтожение добавит нам еще одного. И вот линию фронта хотелось бы, конечно, не сдавать, но похоже, что придется. А там посмотрим. Какое-то было дополнительное задание удерживать линию фронта на протяжении 5 или больше ходов. И штаб не должен получить урона. Сделаем вот так.
Еще уничтожить. Ну, 6 немецких отрядов уничтожить. Это походу все. Совместная операция. Пошли приказы. К нам приходят подкрепления. Сообщения из штаба, вот как всегда вовремя. Дальневосточного фронта. Они помогут нам продержаться. Ну и где же наши подкрепления? Они-то, конечно же, приходят. Так, этот не блиц. Выходим. И еще добавим карту себе. И унесем с собой вот этот пехотный полк. Штаб не получил урона. Это уже не про нас, походу, да? Ваш штаб не получает урона в бою. Приказом вот этим, который я использовал, единица все-таки зашла в штаб. Нужно, наверное, поаккуратней быть. Не учел я этот момент. Выставляем охранника. И, наверное, все-таки выставляем какой-то противовес танкам. БТ-7. Сообщение из штаба. Враг готовится нанести главный удар по вашей позиции. Но это явно был не главный какой-то удар. Это так себе. Вот за что я говорил. Появляется самолет. Это истребитель. И его мы вот таким вот легким движением руки, карта горящее небо, наносит ему единовременно 4 урона. Еще забыл рассказать, почему вот рано видео я вчера закончил. Там можно было выбрать, прокачать, так сказать, способность у одного из отрядов. Этим отрядом был вот этот пехотный полк, охранники. И он каждый ход, у него появился эффект мобилизации. Ну, каждый ход будет добавлять +1/+1. Изначально у этой карты нет такой способности. Вот она 1.8 как вышла на поле боя, так и, собственно говоря, весь бой 1.8. Здесь же, я так думаю, после каждого города будет такая возможность это сделать. А там посмотрим. И у нас теперь получается смысл в том, чтобы выставить как можно больше таких карт. Да, плюс к тому они еще и являются охранниками. Ну и гвардейский полк нам не помешает. Тут у него 3 могучих дула. Тоже может зарядить. Преимущество этой карты — атаковать отряды противника с малой атакой. В него за каждую атаку получает +1. Даже не так. Когда он получает урон, у него +1 к атаке. То есть, если вот единичку атаковать, то здесь уже 3 станет. Ну, сейчас все посмотрим. И еще самолет. Это уже не так себе хорошо. Семь кредитов. 2, 2, 4 и третьего выведем. 2 +1. 2. И одного на охрану. Ну, посмотрим, посмотрим. Еще и жив. Все-таки вот не зря я, наверное, выбрал прокачать эту карту с мобилизацией. Это у нас блицовая 5-2-2. Это у нас будет 9. Не совсем то, что нужно. Значит, будем выводить эти карты в следующий ход. Ну а штаб, само собой, также оставляем под охраной. Еще самолет. Вот побольше бы было бы карт. Что за карта? Дружественный отряд +3 к атаке и уничтожается в конце хода.
кому. Пока, наверное, никому мы ее не будем использовать. А поступим, наверное, следующим мы образом. Не знаю, может правильно, может неправильно. Неправильно, не хватило кредитов. Я не учел одну вещь. Там было условие, что при выходе на линию фронта у нас добавилась, по-моему, стоимость использования. А может и нет, но потом пересмотрю. Меж тем мы выживаем уже на протяжении 10 ходов. У нас уже 9. Но задание, понятно, мы не выполнили одно. У нас у штаба 9. Звезд нам 3 не видать. Так, ну и чем мы еще можем что-то тут подпортить картину? Ну, допустим, вот так он становится с 4-й атакой. Допустим. Я не претендую, что это верные ходы. Выживаю как могу. Но меж тем и противник-то играет нелогично. Оставил штаб без охраны. Ай. И миссия выполнена. Да, все-таки 10 ходов мы отстояли, но заработана всего лишь 1 звезда. Я, наверное, все-таки попробую переиграть. Немножко рейтинга добавилось. Если получится еще переиграть, она-то пройдена. Дали какую-то нам награду. Я недоволен, конечно, тем, как пройден Можайск. Выполнено. Есть вариант повторить, что мы, наверное, и сделаем. Да. Я надеюсь, нас не отмотает к самому первому, к Брянску. Повторение будет только Можайска. Что-то где-то изначально было неправильно. Это понятно. Горящее небо, да. 2 вот этих нам, наверное, все-таки ни к чему. Даже их, наверное, 2 и уберем. Что мы получили? Ни шагу назад. Классная карта. И можно вот с этого охранника 8 к штабу прибавить, между прочим. Ей. И с кого мы начнем? Мы начнем с тех, у кого при следующей атаке останется единичка защиты. Передвигаться и атаковать за 1 ход. Ну, этот понятно, у него дымовая завеса, так же, как и у этой карты. Здесь либо вот это, либо вот это. Причем, если что, это умирает сразу. Поэтому мы делаем вот так. 1 ход уже выжили. 6 немецких или больше и удерживать линию фронта. В принципе, тут все реально. Взять эти звезды. Главное не торопиться. Здесь, в отличие от режима битва, время не идет. Играем не в онлайне, не с реальным противником, а по сути проходим игру. Как же все-таки лучше? Пока у нас жив охранник и у него нет самолетов, лучше, наверное, будет придержать вот такое расположение карт, чтобы он не мог что-то еще выставить. И передвинуть на линию фронта еще одного охранника. Отчалил. Это нет.
Да, наверное, все-таки так было лучше всего. Что мы делаем теперь? Один. И вот у него сразу становится 2. Вот о чем я договорил. Добавляется, когда карта размещается на линии поддержки, сразу добавляется ее стоимость. Она стала 2 кредита. Не очень хорошая история. И у этого единичка всего лишь. Но однозначно надо забирать с собой. Да, и тут добавится. Ну и классика. The Dams. Фу. Не продержали линию фронта в течение 5 ходов. Блица нет. Этого и этого оно все уносит. И всего лишь мы можем выставить БТшку. Но уничтожение вот этого добавит еще одного. К нам приходят подкрепления. Так где ваше подкрепление, штаб? Вы чё там? Обещаете подкрепление, а подкреплений-то и нету. Не хочу я видеть на линии фронта перед штабом вражеские войска. Не нравится мне, когда так. А вот и он. Это прям претендент нам на горящее небо. А понаставил-то, а понаставил-то. А вот и вторая. Она нам тоже пригодится. Я уверен. Бамс. Это смертник. Ну и охрана. Вроде все так. Враг готовится нанести главный удар по вашей позиции. Совместная операция. Но. Опять не удалось удержать линию фронта. Так там еще речь о на протяжении 5 ходов. Как будем действовать дальше? Даже не знаю. 2, 2, 4. Эти хотя бы потом по 2 смогут скосить этого с 4-й защитой. Попробуем. Наверняка сейчас кто-то отсюда еще подтянется. И еще вот добавка. Блицовый. 1-1. 1-1. И этого все равно не добиваем. Да как же правильно это сыграть? Куча мыслей. Одновременно. 1, 1, 1. 1, 1. И он сразу становится 2. Вот те неравные условия, о которых пробуем. Плохо, что у нас нет охранников больше, да, и штаб пострадает сейчас вот этим. А может не этим. Дай охранничка нам в руку. Да, все по заказу. Там выходим на линию фронта, не пускаем их дальше. Самолетик. И как-то так. Ох, жарко. Сразу скосил. Ну, на то он и панцир. Нам срочно нужен еще охранник. И он выпадает. Он выпадает.
остается в живых. Попробуем. Воюй. Воюй, порви их там всех. Вот это вот условие, что стоимость добавляется, вот оно прям ни к чему. Почему-то вот штаб не стремится бить. Хотя мог бы. Единица. Но опять же, используем эту карту. Не успеваю. Но 2 звезды. Значит, какую-то миссию штаб точно сохранили на протяжении скольки-то. Линию фронта не продержали 5 ходов. Да, линию фронта на протяжении 5 ходов и больше. Штаб урона не получил. 6 немецких отрядов мы закопали. А вот с линией фронта не так все однозначно. Попробуем еще раз. Попробуем все-таки с 3 звездами. 3-я попытка. И каждая попытка, кстати, тут еще попутно все-таки это разведка этого режима. Каждая попытка как-то по-другому. У противника карты не такие, ну, стартовые, это понятно, что такие. Вот я точно помню, в прошлой партии было больше, чем 1 самолет. И я еще говорил, что карты не хватает нам. Второго с атакой 5, защитой 5 там был. Ну, а здесь, да, здесь зависит от нашего выбора. Охранник по-любому, блиц по-любому. Стоит ли оставить самолет? Сомневаюсь. И вот эту тоже. Ох, опять кровавый серп. Бесполезная карта. Я напомню, что цель 3 звезды все-таки, потому что мне эмоция и вот это прям нужна. Как мы играем? Мы попробуем вообще, наверное, не атаковать, пока выведем смертников. 51-й стрелковый полк с эффектом уничтожения. Теперь что если мы еще раз так поступим? В принципе, пока карты маломощные, этот фокус может и сработать. Теперь мы ставим между ними охранника и кого-то даже можем колупнуть. Кто это будет? Это будет единичка. Или все-таки у нас есть смысл подождать, чтобы ничего нового сюда не вывелось, а? Я думаю, подождать. И как раз таки ходы, вот эти 5 ходов-то идут. Удерживать линию фронта. Охранника как из дула. Подкрепление. Но он имеет в виду подкрепление. Это вот эти вот 2 карты. Ну, как бы допустим. Допустим, это подкрепление. На штаб, я думаю, стоит все-таки поставить охрану. Как-то так. И 2 в бой. Какой это ход? Это 4-й ход. И есть все шансы. Есть все шансы продержаться 5 ходов на линии фронта. Но вот эту нельзя использовать. А может, она не засчитает. Может быть, штаб не получает урона в бою именно вот от этих. От отрядов противника. Но проверять я не хочу. Может быть, какой-нибудь другой раз проверим эту теорию. Пока нет желания.
Нам нужен охранник. Кто-то, кто будет охранять штаб. Если он поставит самолет, но в принципе в следующий ход нам еще терпит. Мы-то тоже можем самолет поставить. Тин-тин. А есть у нас вообще уничтожить штаб? А у нас-то нет задания. А чё я тогда в штаб-то лупаю? Не совсем понятно, да. Так, ну куда? Главный удар какой-то по позициям. Лишь бы и самолетов не было. По-хорошему бы можно было бы сейчас использовать кровавый серп, единичку и все дела, но один получит штаб и 3 звезд нам не видать. То есть усложняется. Поэтому 1-2, 1-2 и двойка выходит. Может и не так вовсе надо. А может быть нам нужно вывести. Когда применяет приказ, возьмите карту. Может быть нам стоит вывести вот так и еще немного подержать фронт. Никогда так не делаю, честное слово. Самолет выводить на фронт, но что-то мне подсказывает, что именно вот при таком раскладе это нужно сделать. Надеюсь, я не ошибаюсь. 7-й ход. Охранников как не было, так и нет. Зато есть блиц. Но блиц у нас кредитов столько нет. Поэтому в бой. И ты тоже повоюй. Это был 7-й ход. Но этого спасает то, что у него много защиты. А вот и самолет без охранника. Теперь точно он в штаб нам угодит. Ай-яй-яй, а как же быть? Проверить теорию по поводу единицы. То есть мы можем сейчас дать 3 в самолет. И еще тут большой вопрос, будет ли он вообще атаковать штаб. Не совсем понятно, как это будет происходить. Но попробуем. В штаб не буду давать единицы. Так я наверняка потеряю. А так то ли он там будет штаб атаковать, то ли не будет. Это еще такой себе. Под вопросом. Может, засытый начнет паниковать и палить вот по этим. Все может быть. Да, либо по самолету, все верно. Все-таки играя в компании, нужно, во-первых, нужно, во-вторых, как-то это сложно перестроить восприятие, когда долго играешь только в битвах, что тебе именно штаб загасить нужно. И имея вот такой перечень, основное задание плюс дополнительные, нужно думать совсем по-другому, и перестроиться сложновато, конечно. Это 9-й ход, да? Охранника так и не выпало нам. Поэтому нужно гасить 2 самолета. Не обсуждается. Дымовая завеса. Еще у нас есть кредиты 5, и он станет 3, а не 2. Поэтому походить мы им не сможем.
Тогда вот так. Следующий ход 10-й, и в принципе пока что мы все 3 доп. Задания звездных выполняем. Да. Победа, миссия выполнена, 3 заветных звезды получены, все-таки, но не было ни одного поражения. Тут вопрос в том, что нужно перестраивать свое восприятие игры с битвы на прохождение, на выполнение заданий, тем более цель определенно стоит 15 этих звезд, заработать эмоцию. Посмотрим, что и как. Рейтинга добавляется совсем чуть-чуть. Не знаю почему. Дейлики это дневные задания прибавляются, как неудивительно. То есть не только в битве, но и в прохождении. Итого. Битва закончена. Вермахт наступал к югу и северу от Москвы, захватив соответственно Тулу и Калинин. Такая стратегия позволила немцам сосредоточить удар в центре, и спустя несколько дней они почти целиком прорвали нашу оборону. Собрана награда. 3 карты 17-го стрелкового полка. Выполнено задание. Получено все 3 звезды. Будем считать, что Можайск пройден. Теперь вот о чем я говорил. Я уже улучшал пехотный полк. Вполне вероятно, можно попробовать его еще каким-то образом улучшить, апгрейдить. Но тут на выбор также есть и другие карты. Либо уже качать, так качать, потому что еще будет 3 варианта, как его улучшить. Еще одну мобилизацию. В начале хода полностью восстанавливается. Мне кажется, это бесценное будет свойство конкретно для него с 8-й защитой. С мобилизацией, но стоимость становится уже 4 кредита, а не 3. Беру. Можайск пройден. Да. На сегодня поставленная цель выполнена, задача штаба тоже выполнены. В следующей серии будем играть за Клин. На сегодня все. Если понравилось видео, все-таки просьба оценить. Если понравилось, палец вверх. Не понравилось, вниз. Но если ставите палец вниз, то хотя бы потрудитесь написать, что не так. Потому что так будет непонятно. А вдруг все так, а вы просто решили подурачиться. Вот, на этом на сегодня все. Спасибо всем, кто смотрел. Видосы еще будут выходить. Не знаю, с какой периодичностью, но по картам пару видосов в неделю, 2-3 видоса точно будет. И глобальная цель все та же. Пройти полностью кампании за все державы, и вполне возможно с разными стратегиями. Я напомню, что вот здесь мы эту кампанию советскую проходим только по первой стратегии пока. А там посмотрим. Всем пока-пока. До встречи в эфире.